И снова здравствуйте, часть вторая. Сегодня мы приехали к Евгению. Вот он тут, вот он сбоку. Грустный такой ходит. Приперлись в 9 утра. Погода нам сегодня подфартила. Целый -1 на улице. Но это ровно счетом ничего не значит. Снимаем вот 63. Колеса уже грязные. Женя где-то покатался. Он умеет, молодец. Что мы тут снимали в свое время? В свое время мы тут снимали крас. Вон он, лапоть стоит. Раз. Вон то вот БРДМ снимали. Ну и сейчас пробежимся и покажу вам еще чего-нибудь. Ходим, смотрим. Тут скорлупка хорошая лежит. Вот Женя любит тяжелую советскую, мать его, технику. И опять скромненько там пасется сзади. Так, из самого интересного, ну самое мое любимое, конечно же, вы его видели. Вот, историю про оторванную гуслю, надеюсь, вы смотрели. Еще из любимого сейчас покажу вам. Ну, правда, Женя еще делать и делать, блин. До морковкиной жопы. Вот это вот. Как, АТП, да? Да ладно, все нормально. Я же тебе скидывал фотки. Я накидал ему фотки, я когда снимал на Мосфильме АТПшку, я Жене накидал. И мне кажется, ценные фотки-то. Да. Потому что в мирной жизни хер кто знает, как она вообще выглядит. Я завозил, я ей тащил трал. КамАЗ на мостах Мадара, полноприводный, тяжелый эвакуатор с 10-тонной стрелой. АТЛ-ка тащили трал с фермами для гаража зимой, год назад. Ну, гараж я вам тоже покажу. Это, конечно, полный капздец. Там и Собянин тихо курит. Просто вот. Покажу вам моторчик, который стоит здесь наоборот. Это от МАЗа, двухтактный дизель. Такая вот история. Кто не в курсе. Вот, десантное отделение. Там вот двигатель стоит. А там впереди сидит механик-водитель. Вот, собственно, и все место. Там еще стрелок сидит за двигателем. А, да, да, точно, вот здесь, вот здесь. Я все время забываю. Вот в этой норе сидит. Вот там вот в пердях сидит стрелок, который стреляет из кулемета. Вот отсюда. Но она у тебя не комплектуется, да, потихоньку? Я так понимаю, ты на нее пока болт подзабил. Ну, в принципе, у меня все есть. У меня запасные даже бортовые есть. Вон, гусеницы запасные лежат. Мне не хватает только жалюзи, радиатора и сетки над радиатором, и все. А еще тут есть охрененные вещи. Я какая-нибудь отдельную сделаю историю. Дизель-генератор, да? Нет, это вообще насос. А, насос. Есть такой трактор Крамер К12 немецкий. Вообще это лицензионная копия, скажем так, дизеля Deutz Mach 917. Там 911 года, 912, в общем, начало века. А какой объем движка? То ли 2,5 что ли литра. Ну все, ничего. Одноцилиндровый. Вот один цилиндр горизонтальный. Вот клапана. Охренеть. Вот. Наверх заливается вода, термосифонное охлаждение. Раскручиваю, что это маховик руками, ну ручкой. Ага. Он пыхтеть должен. Хорошо, что такой этот образец мне нужен в музей. Что у него за мотор? Ну, здесь вот D15 одноцилиндровый. Да, тоже воздушный. Фигня вся. Кайф. Он же рабочий, да? Да, 1/4 Запорожец. Как всегда, Евгения, все в хозяйстве. Такая вот у него, кто-то скажет, блядь, свалка, а я вам скажу, это ни хрена не свалка по одной простой причине. Сейчас мы дойдем до его заветного места, и вы поймете, что эта свалка скоро превратится просто в прекрасное поле. А здесь будет стоять особняк неэпический. Наконец-то. А то, знаете, вот это вот, смотрите, сейчас вам покажу. Здесь вот не бомжи живут, а Евгений. А вот там вот вдалеке строится неэпическое циклопическое здание. Подставка под Эйфелеву башню. Тоже покажу. Так, вот ДТ-20 я вижу. Я вот тоже хочу себе ДТ-шечку на дачу. Ну, у него прикольно то, что он реверсивный и сиденье переставляется. Ага. Поставил, и он чистый, можно вилочный погрузчик поставить вперед, Да. поставил. Вот сидушка здесь, Ну, сидушка а можно не сидушка длинная. там. Ну, Не, ну я говорю, да, что можно развернуться, и все. И вот здесь, кстати, хребтовая рама, что мне в этом тракторе больше всего импонирует. То есть, соответственно, редуктор заднего моста, коробка, двигатель и вся балда, это вот как бы сама основа трактора. Ну и вообще он прекрасный. Вообще он хороший. А это откуда у тебя труп?
Так это мы снимали. А что с ним случилось? Ну, здесь в бампер кран въехал. Ну, комбин у меня новый лежит на него. А здесь колесом въехал кран, когда здесь что-то монтировали. мы. Идеально. Вот, а кузов переехал на 63-й временно. Временно ты беременна. Здорово, Да. кот. Сулейман! Здорово. Как сам? Сулейман! Все в стиле лофт. На арене там приготовлено уже. В стиле лофт, блядь. Сельский лофт. Конечно, здорово. Как мы жеребцевали на этом с гусеницами до сих пор вспоминаем. Красики. А вот здесь вот я все ждал, как Женя построит его, соберет, но я уже понимаю, что я дождусь это после того, как он построит дом. Этот БТР-80, хотя я уже снимал эти БТР-80, ну вот, этот БТР-80 участвовал в освобождении заложников в Беслане. И, по-моему, его видно, когда он там пробивается Да, к зданию. номер 266, по-моему, у него бортовой. Судя по формуляру и документам, это вот именно он. Вот, 266. И я найду видео, он есть прям в интернете. Вот, где он едет. Вот такая вот зачетная железяка. Вот вам, товарищи, еще один, так сказать, презентация от Евгения. СПШ. Сигнальный пистолет Шпагина. Что там с номерами? 44. Это такая 44, тип 44 год. Распаковка. Что у нас здесь сбоку? Здесь у нас сбоку выстрелы и код. Сколько получается? 5 здесь, да? Это красный цвет. И вот эти пипки, они говорят о том, какой цвет. Там есть вот круглый, красный, а плоский, по-моему, белый. Сейчас Так, а здесь сверху тоже 5. Зеленый. А, желтый. А, вот плоская желтая. Да, То есть, плоская. что можно в темноте понять, чем сигнал. На ощупь. Белый. Да, это как прям азбука Брейля. 3 точки белые, 1 точка красный, полосочка желтый. Зеленый хочу, не найду. Где-то там должен быть. Ну ладно, короче, вот сама стрелялка. Вот такая вот стрелялка, 78 год. Открывается он, вперед собачку и переламывается. Все очень простенько и закрывается очень легко. Боевой взвод. Вот и все удовольствие. Бах-бабах. Оружием не является, как ты говорил, покупать нельзя, продавать нельзя, но хранить можно. Ну, что-то типа. Но это не является оружием, это сигнальное оружие, это не огнестрельное оружие. Есть все заключения, экспертизы и прочее, прочее. Да, уже, если что, все справочки имеются, потому что Женя работает там, где справочки есть. У нее удостоверение есть, если что. Правильно. А еще вот я себе приобрел, ну, естественно, с лицензией, со всеми делами, Маузер, мелкокалиберная винтовка, 22 ЛР. Такой довольно интересный образец. И судя по клеймам, потому что именно Маузер, да, мод 45, это до 45-го года выпуска винтовка. Даже здесь клеймо. Потому что после 45-го года завод по выпуску вот этих вот винтовок отправился во Францию в качестве репараций. И он уже назывался по-другому. Не было клейма Маузер, не было мод 45, ничего этого не было. Я не помню, как он назывался, но как-то по-другому можно загуглить. Я не знаю, есть ли в России еще такое ружье. Ну вот, в хорошем охотничьем магазине я его нашел. Совершенно случайно, не мог не приобрести. На мой взгляд, кайф этого ружья, что это мелкашка. Мелкашка. И оно похоже на настоящее. Затвор просто песенный. Одним пальчиком. Посмотрите, как затворчик. Одной рукой. Бах. Предохранитель перекрывает прицельную планку. То есть, если смотреть сюда в очко, мушки видно не будет. Бах. И магазинчик. Магазинчик просто декоративная красота. Сколько патронов? 5? 5 патрончиков. Все пальчиками делается. Одно удовольствие. Бах в кабанчика.
Ну, вот в такого, в маленького кабанчика. Такого, в резинового. Так, пойдем смотреть твой супер сарай. Блять, сарай, короче, 150 раз дороже, чем мой дом на даче. Вот это, собственно, домик для машин. Вот это вот Евгений себе строит. Тут будет мастерская, тут будут станки стоять. Ну и, соответственно, автомобили. Жень, какой размер у него? 25 на 35. 25 на 35 метров. А высота по коньку? По коньку около 10. 10 метров. Вот, это к вопросу от того, что техника не будет стоять на улице, как у некоторых, блядь, в полях стоит и гниет. Но это ровным счетом это я не про Диму. Дима тоже строит ангар, если что. Потихонечку строит, но строит. Рано или поздно оно спрячется. А тут вот, походу, спрячется техника раньше в ангар, чем Женя себе построит красивый домик. Тут, короче, вот какая история. Балку нужно вот такую же железную загнать вот туда. Причину я не знаю. Зацените, какая подъемная штука. Это ведь уже целый кран козловой получается. Какого года? 72-й, по-моему, 71-й. 72-й год. Прикольная редукта. С ручным приводом. Моторчики выдергивать. Еще такое чудо тут есть. Потом тоже хочу обзорчик сделать на генераторы, на всю историю. Диски от зенитки. Они очень похожи на полуторашные, но вот эти окошки у них другие. Вот эти. А так, один в один. И резина такая же. Ну вот как-то так ненавязчиво. В общем, планов громадил у Евгения. Почему у Евгения тут идут терки со строителями? Ну это нормально. Я вот человек не конфликтный, если мне рабочие говорят, так надо, я им поверю и не буду спорить, они строители. Но это неправильно. Вот на этой блаженной, божественной ноте на сегодня все. А мы продолжаем снимать 63-й. Катаемся по полям сегодня. Холодает. Холодает. Всем удачи.